Просто. Ох, зря я завожу этот стрим. Мне так кажется. А знаете почему? Потому что мой режим пойдет по одному месту. Так. Так. Ждем. Так, сейчас еще. Все вспомнил. Ну, примерно так. Хотя бы свет выставить. А вот интересно. Привет, Гудзон. Здорово. Я уже не ждал. Да я вот тоже такой думал. И даже сейчас думаю, что зря завел. В том плане, что, ну, мой режим явно пойдет по пизде. Просто пойдет по одному месту, я тебе говорю. Ну, да ладно. Сказка о Пукеткете, глава 2. О, ну это мы читаем. Это мы читаем. Туркел отругал Уильяма за то, что он ушел. Когда Уильям попытался объяснить, что произошло, это только больше разозлило Человека-жука. Чтобы преподать Уильяму урок, Туркел продолжал загонять Уильяма глубже в лес со своей причудливой силой Человека-жука.
Уильям скатился с грязного холма и оказался на большой поляне в лесу. Посреди этого поля два гигантских слепых червя с детскими лицами были застигнуты врасплох в разгар поединка. Ничего себе. Двое бедолаг дрались друг с другом. И изо всех сил они кусали друг друга, царапали когтями, и все это время громко плакали и барахтались. Туркила кричал сверху, что такова природа мужчин, что точно так же, как те птенцы певчего дрозда из прошлого, таким будет будущее Уильяма, когда он вырастет и станет взрослым. Люди были безжалостны в своей погоне за богатством. Действительно ли Уильям хотел принять участие в такой жесткой конкуренции? Ну, потихоньку идет. Ну да, я вчера долго сидел. Но сегодня постараюсь покороче. Пока не разговаривали, через более уродливым лицом одолел другого, жаждущая новых разрушений тварь положила глаз на Уильяма. Это подтолкнуло Уильяма к отчаянной погоне. Туркила просто улетел, хихикая. «Это то, чего ты хотел, верно?» Уильям побежал в ближайшую чащу в надежде, что слепой червь не сможет там поместиться. Я сова. Ну, блин. По идее, надо бороться с этим. Надо бороться. Поставь себе реально в приложение Zen, и норм будет. Вот типа Zen мод. Вот просто. И нормально. Я думаю, сработает. У тебя сейчас время еще раннее, всего лишь 5 часов вечера. Так что нормально. Так, не поместится. Вместо этого зверь свирепой силой протиснулся сквозь сломанные ветви. Ожалев от поедания своего брата червя с детским личиком, одна особенно острая ветка проткнула брюхо зверя, и изнутри сотни маленьких детенышей червей рассыпались повсюду. Маленькие червячки начали бороться и пожирать друг друга в тот момент, когда они приземлились на землю. Уильям понял, что именно так гигантские слепые черви с детским личиком стали такими большими. Ну, жестко, блин. Они продолжали есть друг другу, пока не достался только один. На данный момент казалось, что Уильям был в безопасности и еще не настала его очередь пожирать или быть пожранным. Однако по какой-то причине он чувствовал себя неуютно. Казалось, что кто-то или что-то пристально следит за каждым его движением. Он услышал слабое дыхание и шелест листьев. Затем он заметил их пару светящихся глаз, смотрящих прямо на него из темноты кустов и листьев. Уильяму не понравилось, как на него они смотрели. Он запаниковал, побежал в противоположном направлении. В то время Уильям мало что знал, но за каждым его движением из-за куста следил высокий кот. Pocket Cat, собственно, персона. Остальная часть текста неразборчива и размазана. Похоже, кто-то по какой-то причине хотел, чтобы вы читали дальше. Ну... Жесть, токарь голодный. А, ядрить, я только заметил, что там призрак ходит. Чуть не настал нас. О, вот синий флакон. Нихера. А тут прям нормально. Лута. Хочется сказать. О, привет, кино. Здорово. Рад видеть. А мы тут по школе бродим. Стрёмной. Приют, точнее. В этом приюте типа наш главный герой жил в детстве. Пока его в армию не продали. Но там по факту реально продают. По-другому не скажешь. Глава Сильвия, ничего себе, нормально. Корейский отряд какой-то. Ну да, так получилось.
Вот, знакомьтесь, это Мош, живот боится. Это токарь, у него фазмофобия, он призрака боится. А это вот наши уже давнейшие герои, которые все еще живы, чисто Дейенерис Таргариен и Джон Сноу из Игры Престолов, но мне кажется, в конечном итоге, их ждет тоже незавидная судьба. Токарев не очень выглядит, но просто он комп не разгонял. Мне кажется, просто комп не разгонял. Вот разгонит, будет хорошо. А мы его сейчас мясным пирогом покормим. Вот, все. Молодца. Сразу как будто на человека стал похож. Я реально на него как-то иначе теперь смотрю. Ну как будто бы он голову не сильно вот так запрокидывает, а чуть вот поменьше. Вот теперь как будто бы вот чуть смирно стал стоять, как будто бы, знаешь. What the fuck? Блин, сколько у меня патронов от пистолета? О! Нормалдосики. Кого я только что завалил? Я сегодня проходил квест весь день следить за нищим. И я весь день игрой возле него стоял. Как это так? Падший Херувим. Подожди. Типа тебе какой-то коп это сказал? Или какой-то там, не знаю, хуй с горы, типа. И он сам дальше по делам ушел, а тебя оставил чисто, на зырь за ним. Ну просто я прям очень легко могу себе представить такую ситуацию. Мне квас дал другой нищий. Слава богу, бабушка к тебе не подошла сковородку искать. Вот это было бы, конечно, жестко. Один нищий сказал другому нищему. А, погоди, или ты их нищими называешь, потому что у них типа не средняя зарплата. Не среднего класса люди. Блин, енот. Жесть. Он весь день рассказывал всякие истории на площади и только под вечер куда-то ушел. Да. Попрошайки. Жестко. Блин. Ничего стоящего, пиздец. Ему Клинцанычу другой игрок в подарок дал кусок мяса. А мясо какое? Свинина? Или или что-то другое? Блин, у них маленькие пенисы. У-у-у!
Вы видели? Оказывается, насквозь прошивает. Класс. Не обратил внимания. Ну и кабана видал. Клим Саныча. Я кидал в Клим Саныча. Классно. Не, ну когда-нибудь поиграем в Dragon's Dogma. Когда-нибудь поиграем. Я, кстати, вот прямо на полном серьезе, кстати, еще подумаю с вами на стриме как-нибудь аниме посмотреть. Думаю, хорошая идея. Есть одна аниме, которая меня заинтересовала. Блядь, да что ты делаешь, на? Да? А как это работает, блядь? Что? Коготь полумесяц. Техника теневого клонирования, да вообще бред какой-то. Ну ладно. Ну, однако. Что-то игра, по-моему, гонит. Блять. Ебать. Не, ну тут надо убегать, мне кажется. И что нам удается сделать? Ничего себе. Ничего стоящего. Да блин, почему? Ну вот. Бля. Охереть, мне просто жестко сейчас повезло. Так. Погодите. Мне бы просто выйти в другую сторону. Тут же призрак ходит, да? О, вижу половицу сломанную. Так, между книгами вы находите записку, в которой говорится: кто-то украл кольцо директора, это должно быть найдено. Обыщите шкафчики и кровати, разденьте и обыщите детей, если потребуется. Охереть. О, привет, токарь. При разгляде вы можете сказать, что документ содержит очень навязчивую информацию. Похоже, что ни на кого из детей, никакой личной жизни не было под этой крышей. Ну, конечно. Охереть можно. Детей раздевали, блин. Из-за того, что какой-то еблан потерял свой клип. Ну, не знаю, кольцо. А я уверен, он его просрал, знаете, каким образом? Ковырялся все в жопе и оставил его там, и не почувствовал, потому что у него жопа рабочая. Ну, типа... Блять, как я наступил.
Мне несказанно везет. Мне несказанно везет. А вот мне теперь не повезло. Я не заметил в этой кромешной тьме эту девчонку. Только ты живой. Надо бы тебе, кстати, еще лицо исполосовать, токарь. Чтоб ты сильным был. Ради твоего же блага. Забрал утром детали, напечатанные на 3D принтере. Вентиляторы стали еще тише заметно. Видюха холодней на 3 градуса. Вот только не поймешь, это потому что в хате прохладнее стало или мои махинации помогли. Я не живой. Я 4 раза ездил на автобусе, меня каждый раз до потери сознания тошнит от них. Ну что поделать? Да и я на твоем лице в честь того, что тебе было весело, вагину нарисую. Все, работу закончу. О, прям на лбу вагина, отлично. Привет, Мош. Ты ночь будешь играть? Ну, не, наверное. Ну, я подумаю. Но я думаю. Звучит хорошо. Нет, это смотрится хорошо. У тебя на лбу тут вагина. Это прям хорошо. Так, сейчас. Да, прочитаем, что за знак я тебе нарисовал на лбу. Сильвиан, богиня любви, похоти, созидания. Так, она создала мужчин и женщин на заре времен, с самых первых мгновений она нежно любила своих детей. Ну, короче, Сильвиан часто ассоциируется с Грогоротом, да-да-да. Ну, это мы читали просто. Бля, что там было написано? Я вот последний должен был прочитать, самое главное. А, потусторонняя защита всего лишь. Блин. Что-то мой рофл зашел слишком далеко. Я чисто просто так тебе нарисовал. Ну, то есть ты от этого даже сильным не стал. О, мощно. Ну, вроде как теперь тебя, ну, призраки хотя бы не смогут. Блин, ну на какой-то кровати, может быть, есть то самое кольцо директора? Пич. Кажись, нет. Только не на лице. А как это случилось? Опачки. Интересно, я так ушел. И не флакон. Похоже, детей не было. Жизы. Угу. Не, ну серьезно, ребят. Блять, где мое оружие? О, ебучий. А как это случилось? У них всего лишь 250 хп. Блин, может, чуть не умер. Жестко. Жестко. Да, это жестко. Так. Блин, вот жалко, я с него 3 башки не получу.
Блин, жалко эти нарисованные пизденки и там прочее. Нельзя нарисовать, ну, много где. То есть, тут только на лице предлагается, но почему нельзя на руку, на живот там и так далее. Не будешь ко мне душ использовать? Ну, конечно, буду. Но я думаю, найду где. Ты же говорил, что Хексен где-то есть. Найду. Не хочу пока, типа, спать ложиться. В реальном мире хочешь секс? Что, блядь? Как ты к этому пришел? В смысле, блядь? Что нахуй? Я о сексе ни слова не сказал. Че, блядь? Так, сейчас, подождите. Хексик. А, Хекс, блядь, я неправильно прочитал. Сорян, в реальном мире хочешь секс. Ну, это я подумал, звучит странно. Капец, че я аж немного охуел от такого прикола. Хексен, да? Я понял. Попутал, сорян. Бывает. Произошло недопонимание. А прикиньте, я такой сказал бы: окей, где? Где? Чё, где стык? Так. Так. Угу, нормально. Хавке. Да, правильно. Побег не удался, ничего себе. Дверь какая жесткая. Даже убежать нам не дает. Ага, все. Деревянная дверь говорили мне, что ХП у нее... О, нормально, найс. Угу. Что это за место? Кто-то плевал в ведро. На столе есть доска Уидж. Пипец. Это игра в палача. Если вы не угадаете правильную букву, составляющую ключевое слово, фигурка из палочки, вы встретите свой конец на висячем дереве. Задайте вопросом, откуда берутся такие жуткие детские игры? Это и есть игра. Ну ладно, это я потом. Я думаю, я догадаюсь потом. Что там написать? Нужно инфу искать. Инфу.
Погоди, что? Документ. Странно, конечно. Ну ладно. Блин, их много. Вам попадать, ребят, как бы было бы классно. Блин, отряд, конечно, очень слабый, по факту. Даже несмотря на то, что у нас есть, типа, 14-35. 14-35. Между прочим. Интересно. Очень много мертвых. Монстров. А я только рад этому. Блять, нихуя. Прикол. Прикиньте, я испугался своих же людей. Вот этих вот зомбарей моих. Я подумал, похереть, кто пришел. Я даже не шучу. Я подумал, нифига себе. Да. О, интересно. Блин. Можно было бы так-то пожертвовать токарем. Токарем можно было бы туда закинуть, да. Ну, что поделать? Не, ну правда. Потому что ты самый голодный. Ты... Ну... Что поделать? Надо. Ну, блин, токарь смотрит на вас грустными глазами. Ну, ё-моё. Или, может быть, вы просто проецируете? Голь не должен испытывать печаль. В конце концов, он был просто воскрешен, чтобы служить вам. Блин. Что за шо? Что за шо? Ну что поделать, я не веган. Он не веган. Ты, Гудзон, ты что думал, что он веган? Он же это... у него определенная диета из-за того, что с пищеварением беда. Ты что? Эх, Гудзон. Взял человека на ровном месте, обосрал. Вот. Ну вот теперь знать будешь, Гудзон. Пристыдили тебя немного. Что там написано? Простые школьные учебники. Понял. Ой, бля, сейчас сил не хватит, наверное. У нее хотел нормально.
Камень душ. Перед вами стоит сломанный стол Тестич. Вам это ни к чему в таком виде. Ну, ладно. Да, я готов и дальше есть по этой диете, но это лучше, чем каждый день килограммы мяса. Не, просто я стопудово уверен, почему тебе, нравится. Знаешь почему? Ну, потому что ты, скорее всего, ощущаешь жесткую легкость. А мясо все-таки это такая тяжелая еда. Ну да, тяжелая, да. Так, ну я же там дальше не пошел. Что там дальше за двери-то было? Вот тут. Ну это выглядит как стрёмное место. Знаете, вот как будто бы мы стоим на пороге того, что нас дальше ждет. Какой-то лютый трэш. Я даже не удивлюсь, что если там есть какой-то босс. Я просто такой, блин. Ну да, скажу и все. Так, может, надо одеть по... Отражает потусторонние атаки. Может быть... Магическая защита. Ну, потусторонние атаки. Ну, наверное, стоит магическая защита. Но тут потусторонние атаки конкретно. Я попробую так. Баллистический. Посмотрим. Ну, тут, в принципе, все окей. Давай посмотрим, есть ли у меня патроны для того, чтобы еще 12 калибр. Только 2. Бля, вообще мало. Вообще мало. Шиллингов почти тупо 12. Голод. Так, давай еще на всякий случай поедим, чего бы нет. Угу. Так, и... Наверное... Пошли. Там кто-то стоит. Выглядит как священник, нахуй. Но не нападает. Раскрывает свои объятия, чтобы обнять вас. Здорово. Священник перекрестился, перемещая руку с одного плеча на другой, затем на живот и наконец на лоб. Святоша, ты можешь объяснить мне, что здесь происходит? Выражение его лица никак не изменилось, он продолжает приближаться к вам шаг за шагом. Блять. Ну, ясно, окей. Он ему еба создал, ничего себе. Обнять, ну охуеть, да. Он, кстати, чисто пиромантией ебет. Типа как будто бы, да?
А, мне разума мало, лучше не стоит, да? Да, ему руки оттяпаем, чтобы не кастовал ёбаный гандон. Фига хоть... О, ну найс, окей. Здорово, блядь. О, мужик-то горяч. Не, пенисы, пенисы. Наконец-то рука его отвалилась. Ё-моё. Да. Вот такой вот контент. А ему отчекрыжить... Да, пенис могу отчекрыжить. Но это под конец. Под конец отчекрыжим ему пенис. Сейчас важно отчекрыжить ему руку. О, все, пениса нет. Оторвал ему пенис. Так. Ну, просто ёбнем ему... Член чачкарицами, а не сайчач. Он священник? Не привыкать. Но он, видимо, из-за того, что он священник, он как раз таки на нас так вот кинулся. Ну, священник американский. Наши так делать не стали бы. Наши так делать не стали бы. Вот американские священники, да, они вот такие. Блин, а муж все продолжает ебало ему бить. Пиздец. Жесткий. Все. Теперь и нам пора ебало ему бить. Да? 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 А, привет, Ятрок. Здорово. Ключ директора. Да, умер. Умер. Обгоревший деревянный сундук. Что мне находилось внутри этого сундука, оно сгорело вместе. А, эта сука все подожгла, типа. Бля. Ты прикинь. Какая проработанность деталей, да, типа. Понимаю, нахуй, понимаю. А загружаться стоит или нет, интересно? Ну, вот, типа... Ай, наверное, стоит, что ли. Там, наверное, могли быть какие-то важные сведения. На столе, плюс книги. Пиздец. Ну, что-то вообще не круто. Не круто. Так, ну ладно, в принципе, что поделать. У нас ключ появился. Может, ну, блин. Он, в принципе, легкий, этот Хьюго, оказывается, отец Хьюго. Просто, я думаю, может быть, стоит на него потратить патроны. Вот единственное нормальное решение, которое мне приходит в голову. В подвале стоит агрессивный запах плесени, запекшейся крови. Болтяра.
Нормально. А звук игры, кстати, нормально. Слышно хорошо все. Не слишком громко и так далее. Надеюсь, все устраивает. Так. Ну, кажется, эти херувимы раньше были детьми этого приюта. И превратились вот в этих вот челиксов. Ну, это очевидная тема, которая здесь проскальзывает, насколько я понимаю. А некоторые, вот видите, стали призраками. Жестко. Жестко. Убиенные. О, нифига себе. Так, 19. Так, и 15, вот 15, давайте. Нормально, нормально. Хорошо. Хорошо. Так. И я такой беру и объединяю все. 5. 26 камней душ. 26, Карл. 26. Едрить. О, ничего себе. Закованный в цепи скелет, похоже, это останки ребенка. Ребенок был мертв уже долгое время. Что бы ни происходило в этом городе, это не причина смерти. Блин. Жестоко. Жалко, тут нет механики, типа перемещения во времени обратно, типа, знаете. Вот тут оно было бы очень кстати. Я бы такой вернулся во времени обратно, и монахини какого-нибудь просто с удовольствием зарезал бы. Ну вот. Вот в этом приюте имеется в виду. А не в реальной жизни. Блин, вот помните тот тупой квест? Ебать. Ну еще один святой батька. Ну, мы его вот так. Ебанат. Издате. Хуяк. Сколько тебе месяцев это проходить? Да вот думаю, что на самом деле не так уж и много. По идее, если постараться, мне кажется, что я вот прям могу за этот стрим или за следующий стрим пройти. Но вот главное условие этого, чтобы это случилось, нужны донаты. Шучу. Ну, нужно сохранять прогресс. Это же самый основной трабл в этой игре. Весь прогресс стирается, когда партия умирает.
И все. Сохранение. Дроп за 5к рублей. Да не, дропы за деньги, пожалуй, не будем делать. Раньше я так делал, но потом... Из-за этой темы как раз таки же на меня некоторые люди обиделись. Некоторые заказывали за деньги, но за ту же самую сумму люди могли дропнуть эту самую игру. Да, помню, такие приколы происходили, конечно. Так, орел или решка, давайте. Плюс или минус? Плюс орел, решка минус. Время пришло. Орел. Орел. Орел? Ты прям уверен, орел, да? А мне кажется, решка. Ну, конечно. Блин. Чат, где? Ну, в следующий раз, короче, давайте я там приму решение. Пожалуй. Так. Чистое волевое решение примется. Так, давайте эти голову сразу сдадим. У меня целых 4 головы, оказывается, участник. Обалдеть. Откуда кровь там, если это просто голова? Ну, оттуда, я думаю. Кровь-то там все равно остается, я считаю. Ну, как так может быть? Блин. Да ладно, его можно пиздить? Ну, раз так... да? Да? Ебать, ну и решала, конечно. Типа, может, просто берет и призрака голыми руками хуярит. Нормально? Пиздец. Так, решка. Ну, конечно, решка. Ну, конечно. Погоди-ка, а если я пойду вправо? Нет. Это не так работает. Блин, тогда где-то, наверное, в другом месте есть путь до этого архиважной статуэтки. Или типа того. На самом деле, с помощью Моша можно сейчас... Блин, у меня кошка с ума сходит, пиздец. Ебать, а? Я упал? Блять, я упал. У меня кошка дверь открывает, закрывает. Я аж немного охуел.
О, ключ директора. Все. Все, заходим. Что думаете, решка? Я тоже думаю, решка. А ебать, а тут орел. 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 Человек из снов. Да сколько можно? Ну ебать, типа прочитать я должен его, чтобы он мне больше не выпадал. А смысл того, что я сюда зашел? Ничего интересного. Действительно. Вообще ничего интересного. А, ну в столовой-то я бывал. Школа уровень 1. Или мне кажется, что нужно упасть вниз, чтобы это получить. Или я брежу. Но я просто иду в начало. Я думаю, там где-то есть все-таки дверь, которую можно открыть с помощью ключа. Бля. Эта школа вообще в ужасном состоянии. Душно тут, душно. Я аж потею сижу. Так, ну, наверное... Ба, какие люди у нас тут попались. О, Род, спасибо за платную подписку, ничего себе. Жестко. Блин. Давай, можешь, мочи. Хорош. Очищающий талисман. Нет. Нельзя, да? Никаких. Блин, надо, ну, можешь покормить прям. Давай, давай. А она этими приколами вообще же не может меня достать никак.
Ну, трогает, и что дальше? А если он справляется руками, то надо с других -то тоже снять оружие, может? Ну, попробуем. Ну, вот, к примеру, давай. А, блядь. Ну, ладно. Сейчас. Вот с едой проблема, ребята. Начинаются серьезные проблемы. Вот выживание начинается от чистой воды. И водка одна. Марину напоим водкой. Вот не знаю точно, но мне кажется... мы оружие сняли. Ну да, мы против этих дверей ничего не спим. Так, ладно, пошли тогда вот так. Аккуратно, не падаем. Сейчас еще... Не, вот тут, пожалуй, надо одеть оружие. Ручка рук, подбивной. Да, отбивной молоток оденем. Чё там друг на друга смотрите? Блин. Ну, вроде не покоцался. Ну, кстати, выгодно было падать сюда, по идее. Да, попробуем убрать оружие. Реально. На. Однако. А токарь-то гений, я вам скажу. Человек умен. Остроумен. Так. Остроумен. Я знаю. Хорош. Так. Ну, я вот подозреваю, может, где-то тут есть. Вы начинаете бояться. Господи. Кого бояться-то, если некого бояться? По факту. А почему тут такой шум, интересно? Да ладно, я тут не был. Не все обследовал, получается. А может, все-таки в кабинете у директора вот тут что-то есть?
Ну я просто этого, ну не знаю, не увидел, не потрогал, не пожмякал. Не, мне кажется, косяк произошел. Ладно, место несложное, так что давайте просто... Ладно, хотя еще немного побегаем. Я уже подумал загрузиться. Просто эта сволочь раздевается и поджигает все вокруг себя. И это как раз таки, видимо, привело к тому, что мы не можем заюзать. Уничтоженные предметы. И тут стол какой-то тестич. Интересно. Тестич. 14:35. Можно было бы здесь поспать. Но я бы не рискнул, конечно. Плохая идея. Зловещее предчувствие. Ну давай, наберу 14, 35. А. Ладно, загрузимся. Плохо это. Ну, враги здесь простые, легкие, можно, в принципе, со всеми вообще в рукопашную, кроме разве что отца Хьюга. Вот отца Хьюга можно просто типа, застрелить как собаку. Давайте, пацаны. Вот так. Вот так. Красавцы просто. Я живой, да. Рецепты 15 века, том 2. Оно, ребята. Оно. Так. Книга содержит традиционный рецепт восходящий. Рецепт взят с воспоминаний печально известного шеф-повара Андера, который в то время работал в королевской кухне Рандона. Похоже, от шеф-повара было серьезно.
было серьезное соперничество с предыдущим королевским шеф-поваром Алексеем. Их соперничество переросло в убийство последним, после чего шеф-повар Андер в полной тайне устроил из его останков королевский пир. Теперь, когда вы смотрите... Гуляш... Грибное рагу! Грибное рагу! Блин, вот этого я и ждал. Наконец-то грибное рагу! Балдеж! Так, а гуляш? Вот. Вяленое мясо. Ну, блин, вообще хорошо. Вот теперь нормально покормлю вас, все четко. Вот это называется успех. Счастливая монета, ничего себе. Так, здесь мы все проверили. Что, давно не купил? Не, дохуя дорого и... насколько я видел по отзывам, хуёвая. Но опять же критики, конечно, такие: о, 10 из 10, девяточка, сдатейшая игра на всем белом свете. Ох уж эти игражуры. Но видел некоторые моменты из игры, такие то, что там есть прикольные механики. Family sharing можно же вроде. Ну вообще да, можно. Игра охуенная. Там еще люди, помнится, жаловались, знаешь, на что? На то, что донат там уж больно галимый, типа... Ну вообще типа какой-то лютый. Наглый даже, я бы сказал. Да, она там не роляет. Но просто он там есть и выглядит не очень хорошо, да, так скажем. Там говорили, что вроде типа донат такой, что ты вот играешь себе, играешь, и там типа предлагают тебе как будто прям купи левел или купи какую-то херню, там купи буст для уровня. Ну как юбики любят. Ну, такие новости по телеге гуляли. Касательно Dragon Dogma. Конкретно. Блин, охуенно я упал, если честно. За 2 часов игры ни одной рекламы про донатить дефицита не почувствовал. Ну тогда хорошо, это хорошо. Это радует, это радует.
Блин, ну грибной рагу нормально поднимает. О! Какая-то сука попалась. Вы гляньте на этого гандона. Так. Вообще не понимаю, это главное заманить, чтобы потом ты не смог забросить игру из-за потраченного времени ради прокачки донатил за игры. Сам не попробуешь, не узнаешь, там нет ни одной вещи, которая прокачивала бы персов для доната. Блин, нифига себе дезинфа получается. Да, в нынешнее время надо прям проверять информацию. То правда, то правда. Казино слезть не может. Пиздец. Но это... Ну это... Как бы с одной стороны, конечно, звучит мега тупо. Если он сам понимает проблему, то просто ему самому и предстоит как бы остановиться. Как бы... Ну... Не знаю. Если он сам признает проблему, то это уже хорошо, и ты реально можешь ему помочь. То получается, ты можешь дальше что сделать? Предложить ему вот такие вещи. К примеру, ну хз. К примеру, поставить какой-то родительский контроль на его браузере так, чтобы чел вообще не имел доступа к этим казиношным сайтам. Конечно, звучит прям типа так, но мне кажется, вполне сработать может. Главное отрезать доступы, по крайней мере, хотя бы. Вот отрежется доступ к этому дерьму, потихоньку все будет налаживаться. Тут же дело привычки, главное, типа, ему продержаться какое-то время без этого дерьма. Он сам себе не отрежет доступ. Ну как? Ты ему можешь отрезать. С его дозволения, конечно же. Здорово. Что за хуйня? Алло. Здорово. Алло. Это где? Это я в Дискорде. Погоди. А я в каком голосовом чате? В Кипре. Ты не играешь? Да, привет, Баня. Да, я вообще в Фиренфангер играю. Я не знал, что я в голосовом чате сижу вообще. У тебя тут эти ушки прикольные такие. Что есть? Ушки наушников. Да, есть такое. Прикольно. Такая киска. Да, покупал их в Таиланде. Дети говорили, папа мяу, да и купил вот. Как-то так. Тебе Ну, сколько ладно. лет? Мне 34. Мне 18. 34, Давай 30. будем дружить. Ну, может идти в чат, там пообщаться. Я вообще не думал, что я сижу в голосовом чате. А у тебя какой знак зодиака? Стрелец. Стрелец. А я близнец.
Окей, рад за тебя. Но ты слишком молод для меня, и я как бы традиционной ориентации, поэтому и женатый человек, так что... Ну, ты меня слышишь, наверное, в чате, ну, в стриме, так что давай. У детей уже начались каникулы школьные. Перезвонит после стрима. Вообще. Ужас, ужас. Да. Блин, а какого черта? Я вообще охуел, типа, я подумал, как это, в смысле? Кто со мной говорит? Я, оказывается, в голосовом чате сидел каком-то. В Кибер-Якутии, оказывается, там баня был какой-то. Да, сидит в Дискорде. Да. Забыл выйти, ребят. Черт. Ошибка. Вот это ошибка. Спалился. Да вообще. Так. Решка, пожалуй. Бля, замечательная игра, если честно. Как же она меня, блядь, ебет просто. Охуенно ебет. До этого всегда была решка. И сейчас игра такая. Не, братан. Сейчас хочется по-другому. Все будет орлом чис. Так, какой знак зодиака? Стрелец. Стрелец. Сладкие мальчики Якутска 18+. Да. Клуб любителей пощекотать... Как он там назывался? Яиц. Или что-то в этом роде. Или очко. Как он назывался в этом карта деньги 2 ствола? Я уже забыл. Ядрить, а я голодный, оказывается. После стрима. Ладно, гляну после стрима. Блин, какой же дезмораль. Мы не похавали. Это что, 3 члена? Блин, теперь у нас вот так вот будет, да, всегда? На эклеры. В смысле, блядь? Что? Как это? Существовала всегда какая-то вероятность того, что у меня пила может сломаться. И это всегда было так легко. Нихера себе. Везде вижу член. Ох, Инлан уже не тот после Тая. Да, блять, я шучу, блин. Типа. Блин. Пишу такие. Блин. Уже и пошутить, пошутковать, не знаю.
Да. Я же не из числа тех людей, которые типа, интернет, можно говорить все что угодно. Эх, вы не знаете меня совсем. Я очень серьезный человек. Скорее всего, самый серьезный человек в интернете. Возможно, даже топ-10 по адекватности. Среди... Сами придумайте кого. Ну, топ-10 кого может быть? Ну, не человечество же, правильно? Это говорил чел, который стримил поезд и спал. Ну, блин, ну бывало и такое, да, и нормально. Ну и хорошо же было. Ну и поспал. Ну в поезде. Ну слушайте, адекватно же? Ну адекватно же поспать в поезде. Ну типа кто вот сидит и не спит в поезде? Вот кто? Вот наоборот неадекватно было бы не спать в поезде. Типа ты такой сидишь в поезде и пиздец тебе весело. И ты типа не спишь. Вот это вот, блин, конечно, блин, да. Че я пропустил этот стрим? Да я сам не помню этот стрим. Ну я допускаю, что такое возможно. Я просто допускаю, что такое возможно. Ну, с супер-классом-то да. Ну вот это... Скорее всего, из той же пьесы. Из той же пьесы, я уверен. Супер-классом. Все кидали донаты и пытались пробудить стримера. А, что-то было такое. Что-то было такое. Вспоминаю. Я не сразу понял. Это были темные времена. Ну, не сказать, что сейчас светлые. Но, по крайней мере, я уж точно такие стримы более не допускаю. Ну, тогда был реально трэш. Я был близок к тому, чтобы стать трэш-стримером. Вот это вот реально факт. Смотрел, он вам под стол ныряет и кружку доливает, причем у тебя резко обычно. Сидишь вроде норм, потом хуяк зомбак. Мысли. Жена карьеру зарубила тебе, да? В смысле? Мы дождемся стрима с Басиком. Да, конечно. А, типа ты тот стрим имеешь в виду? Из этого? Из Таиланда? Да не, я их сам торопил, чтобы они приехали. Мне пиздец тоскливо было одному. Очень тоскливо. Я жестко скучал по детям, по жене. Было очень херово. Честно сказать. Да. Так, такие дела. Почему мне одному комфортнее? Ну, просто так. Ну, просто у тебя так. Ну, люди же разные. Ну, реально. Ну, вообще, с одной стороны, удивительно, что... Вот как бы мы очень разные, но вы как бы меня смотрите. Это удивительно, на самом деле, если так подумать. Ебать отряд.
Вот это, конечно, мощно сейчас было. Эклеры. Эклеры. Эклер. Котыкич. Котыкич. А, все втроем лежат. Эдрочек 99 активировал награду за 10. От всего сердца, так сказать. Да. Это... Вы, кстати, знаете, как меня кошку зовут? Никогда не задавался этим вопросом? Или я вам не говорил? Нет? Дарси. Так сын назвал ее. Дарси, Дарси. Ну ты чё, а? Все, все. Иди. Посрала недавно, видимо. Знаю я этих кошек. Токсичный пипец. Не, хотя на самом деле у нас кошка такая. Прям очень добрая. По сравнению с остальными кошками, она вообще не агрессивная. Самая спокойная кошка на свете. А кому? Алмира едрить. Физическая защита. Круто, круто. Жила мне немного
Сучка кошка, не люблю их с тех пор, как ты лучше. Ну, видимо, у тебя какая-то агрессивная была. А у меня прям нормально. У меня же кошка породы этого, как называется, британская кошка, скрещенная с майкуном. Во. Вот так вот. Гладить себя даже не давала. Вот у моих родителей такая кошка. Пипец злая, просто мразь. Все время вот так вот ходит. Капец. В вечном охуевозе как будто бы находится. Вот. Так. Вот как будто бы у кошки моих родителей разум тупо вот такой вот. Разум один вот просто. О, Ятрок наконец-то свет поменял. Балдежный, хороший свет. Мы головой стукаемся, когда кот хочет любви. Да, у меня тоже так делает. У меня прям такая, прям очень всегда хочет внимания, там прочее. Вечно у меня вот тут где-то рядом находится. Особенно ночью. Сейчас скоро она пойдет спать еще. Ляжет в кровать. Она по большей части на моей кровати спит. У нее даже там свое отведенное место есть. Ну, видимо, мне, кстати, повезло с кошкой, так в таком случае. Адекватная кошка, видимо, это редкость. Я пока Муай залезет на стиралку, приходится с ним стукаться головой. Да, это мило. Так, ну что ж, мистер голый хер. Словно насмехаясь над огнестрельным оружием. Давай по смеси с этого гандон. Бля, у меня патроны закончились. А как так? Ему реально было похуй на все это? Да ну бред. Короче, въебем его в тело. Ну, нормально. Весь он лох, оказывается. Так, ну что тут у нас? Сундук. Решка. Ну не может быть, чтоб опять орел.
Блять, эта игра ебаная, пиздец. Какая же эта игра ебаная просто. Не, вы представляете, насколько эта игра просто конченая, реально. Жесть, какая-то игра конченая. Как это работает вообще? Это реально мне так не везет? Вот в предыдущем трае всегда решка выпадал. Всегда буквально. Вот просто всегда. А сейчас чисто орел. Просто орел. Как это работает вообще? Искамбамбулой. Давайте. Буквы Хьюго не сработало, если что, значит другие. Н. Нет такой буквы. А. Нет такой буквы. Может быть цифры? Или погоди. Т. Нет такой буквы. В. Нет такой буквы. X. Нет такой буквы. 0. 9. Ясно. Просто забираем доску и уходим тогда. А погоди, а для чего мне доска это вообще? Доска Уиджи. Есть там кто-нибудь? Лоль. Это прикольно. Так, давайте тогда в кабинет директора и там попробуем спросить. Или к священнику пойти. Бляха-муха. Давай. Блин, забыл Мош покормить. Так. Что-то быстро у нас, между прочим. Год наступает, как будто бы. Как будто бы очень быстро. Ну, эти двери сломать постараться как будто бесполезно. Так, вот где-то вот тут какой-то приколдес явно творится. Сейчас. Ну и в подвал пойдем в конечном итоге, если что. Подвал, конечно. Есть там кто-нибудь? Да. О, круто.
Лет... Давай поиграем. Прятки. Ты можешь намекнуть, где ты находишься? Теплее. Всегда так будет говорить. Горячо. Скелет вот тут. Это я. Ты победил. Я сделал плохо. За что тебя? Виден спросил. Непослушный. Не, погоди. Могу я что-то для тебя сделать? Подарок, награда. Проверь карман. Вообще не знаю, что он мне мог подарить. А чё он мне мог дать такого? Чё он дал? Я не понял. Доска Уиджи. Так, статуэтка была. Ключ директора есть. Универсальный ключ и был. Металлолом, изолента, болторез, оскол. Латунный ключ с орлом. Со львом. Чё-то вообще не понимаю. Да ни хера он мне не дал.
От этого места у меня мурашки по коже. Токарь спокойно смотрит на далекий горизонт. Можешь озираться по сторонам с открытым ртом, будучи сам по себе невежественным. Они даже разные, что ли, ничего себе. Вот с характера даже разные. Я думал, одинаковые будут, как, ну, мертвецы. Оказывается, не просто мертвецы. Не просто. Кстати, надо бы гравировку поставить. Грогородскую. Карман скелета. Вы проверяете карман скелета. Сначала вы ничего не находите, но при дальнейшем исследовании замечаете дыру в кармане, который что-то скрывает. Вы находите кольцо духов. Кольцо духов. Ну, окей. Окей. Ей. Хотя, че это я? Это наоборот прикольно реально даже. Конечно, я мог бы вот так вот ходить, но давайте... Вот так вот сделаем. Это сложно. Никого. Может по нескольку раз, наверное, нажать опять же. Вот какого-то хер туда дальше пройти нельзя. За столик, к примеру. Блин, вот стоит пожертвовать или нет? Все-таки... Все-таки... Все-таки, наверное, придется пожертвовать. У Грогорода довольно-таки сильные заклинания. В общем,
Токарь, ты с нами вот в сердечке, просто с нами в сердечке. По ходу всего нашего путешествия ты с нами. Ты с нами. То, что мертво, умереть не может. Блин, а вот это вот что вообще? Вообще не понимаю. Что? Что такое, Маш? Что такое? У тебя круг уже максимум, наверное. Нет, там только 3, по-моему. Только 3. Третий есть максимум. А, да? А вот это что такое? Как мне это... Это явно какая-то ритуальная хрень. Сломанный стол. Сломанный. Типа мне его починить надо, или он уже все? Хер пойми. А это и есть Хекс? Серьезно? Он сломанный? Блин. Ну и фиаско, ну и фиаско. А, подожди. Я немного не понимаю планировку этой школы вообще. Не то чтобы немного не понимаю. Я охереть как не понимаю планировку этой школы. Лол. Так это внутренний двор. А я-то думал, это просто тупо выход. Он был повешен. Ну... Вот этого челика повесили, когда я Уиджи доской херачил, серьезно? Блин. Что-то некрасиво получилось. И чё делать? Ну ладно, погнали. Блин, зря я туда иду, наверное, с низким уровнем. С низким уровнем разума. Ну, побежали. Надо действовать очень быстро тогда уж. Прикольно. Она слишком крутая, чтобы добираться наверх, но вы могли бы с легкостью спрыгнуть вниз. Да ладно. Жесть, окопа. Ну, у меня нет патронов от слова вообще. Но у меня есть медвежий капкан, в принципе. Погоди, или... Погоди. Или это херня полная? Это рот, а не голова.
Надо в тело ебашить. Бля, я хуйню сделал, походу. Да ебать, а как ты мог промахнуться? Слава тебе, Господи. Репа, яйцо, мухомор, золотая лисичка. Ну давай, блядь, решку попробую с преимуществом кинуть. Кольца духов. Погоди, кольцо духов. А мне разве не должно быть 4 кольца духов? Когда я пожертвовал челика, он что, вместе со шмотом улетает? Да ну нахер не. Нет же, да? О, вот это легкий. Погоди-ка. Ой, бля. А походу так и есть. Это что, реально? Он отлетает вместе со шмотом, который был на нем? Потому что что-то я не вижу амулета морского дракона, блять. Охуенно просто. Классно вы придумали, если честно. Это, конечно, классно. Так. Я пытаюсь вспомнить, что я там еще проебал. Помимо всего прочего. Ну, как будто бы я там просрал очень много. Как будто бы просрал очень много. Жестко.
Клетка голода. Вы не можете до конца объяснить, почему, но кажется, эта маленькая статуэтка имеет огромное значение. Ну вот и все. Мега балдеж. Но я еще дальше исследую это место. Там все-таки есть еще, видимо, жемчужина. Ну или хотя бы лут. Включи доступ к доме. Ну, давай. Я поиграю в твои игры, ты поиграешь в мои игры. На самом деле, затея хорошая. Блин, вот стоит мне... Да, наверное, стоит. Все-таки надо. Погоди, вот сейчас не понял. Почему у него руки... А точнее, почему он целый? Блять, муж потерял руку, пизда. А муж вообще умер. Пизда, да. Ну не, в натуре классно. Если я все понимаю правильно. Угу. Что за догма? Dragon's Dogma. Драконская догма, да. Драконская догма. Блин. Потерь. Энтузиаст. Энтузиаст. Так. Ну вот ее хвалят по-разному. То есть одни говорят зашибись, другие говорят типа мей. Поэтому как бы и любопытно с одной стороны. Все играют сейчас, да. Кольцо Бетеля. О! Книга просветления, бля. Сюда нахуй. Сюда. Драконов погонять. Он книгу нашел. Да вот найти книгу намного интереснее, чем драконов погонять, как будто бы. Не, ну это вообще жестко сейчас было. Подожди. Что за кольцо Бетеля? Кольцо давно исчезнувшего нового бога Бетеля в кольце заключена магия, которая постоянно защитится из кристалла. За. У стримера свой мир. Пиксели тыкает. Ну а что вы хотели? Я, блядь, книгу нашел. Блин, теперь я смогу сохраниться? Вообще. Так. Блин, вот если бы я знал, где находится еще не Хексен, у меня
просто дохерище приколов и вот хз вообще чё к чему. Блин. Я столько всего могу поделать, ебать. Так, сколько у нас бабосов? Давайте начнем с этого. Я вчера Махач Дракона и Огра увидел и присоединился, двоих ёбнул. Даже сам не поверил. Ага. Но вот тогда, скорее всего, сейчас у меня случилась вот такая же тема, как вот у тебя там с этим Огром и Драконом. Но это большая удача найти вот этот прикол. Это очень большая удача. Так, ну, табачок. Пам-пам-пам-пам. Ладно. Может быть, потом еще деньги найду какие-нибудь. Надо хайповать, чё? Ну, и... хайповать. Нахайпуемся, еще нахайпуемся, считаю. Да и приятно посмотреть красивую игру. Ну, я думаю, после... Нет, завтра, наверное, с Ситроком переписываемся. Попробуем связать аккаунты. Все дела. Ну и будем играть. Хотя проблема, знаешь, в чем? В том, что Ятрок тогда сам не сможет поиграть в то время, когда я играю. Ну, то есть он будет смотреть стрим, получается. Ну, не, хотя с другой стороны, получается, все нормально. Все нормально. Можно даже условиться. Я перейду в оффлайн, я редко играю. Можно, в принципе, условиться, что я играю в одно время так, а ты в одно время так. Нормально. Так. Так, туда мы сможем добраться, по-моему, посюда. Да, вот что-то есть. Ворота заперты с другой стороны. Ну, блин. Шикарно. А, подожди. Ну, наверное, сможем пройти поверху. Одолевший только онлайн играет, я спокойно могу в оффлайне поиграть. А одолживший только онлайн играет. Я спокойно могу в оффлайне поиграть. Проверил, оффлайн работает. Вот оно как. Интересно. Интересные механики, интересные. Да. Dungeon Master. Там есть свой. Там есть Dungeon Master. Все, я ББ. Давай, Ятрок, пока.
Вот Ятрок, по-моему, впервые попрощался. Надо было на скачку поставить. Не? Блин, ну как вообще... Ты типа мне уже открыл его доступ или как вообще? Надо бы... Там же что-то надо сделать, по-моему. Еще. Ты мне логин QR-код скинешь. Вообще фото в мой аккаунт, да, типа? Понял. Блин, ну... Как это делается? Steam. Наверное, в браузере зайду в Steam. Это через телефон или браузер делается? Поясни-ка деду, как это делается. Приложение, понял? Так, отсканируйте QR-код, чтобы войти в аккаунт. Так, окей. И здесь... Войти в другой код. Так, войти в другой аккаунт. Так, получается добавить аккаунт, да? Ага, добавить аккаунт. Вот, окей. И ты мне пишешь свой аккаунт, получается. И я типа свой. Где там Ятрок? QR-код появится. Так. Но у меня тут QR-кода нету.
Компа Steam. Так. Блин, я тем временем жестко голодаю, стою, оказывается, я забыл совсем. Так, Steam. Так, войти в другой аккаунт. Выключите Рутон чат, прежде чем... Так, окей. Угу. Так. Это GOG-версия. Так. Вижу QR-код. Вот. Скинул тебе QR-код. О, жестко. Понял. Жестко. Ну все, получилось. Так. Так, это мне тоже надо сделать, да? Или как? Так, сейчас. Внизу галки поставь. Все, понял. Так, остановка загрузки. Aimlabs. Так. У меня, по-моему... Вот не помню, они стояли, эти галки, а вот что-то такое проверял. Так, где это было-то? Настройки. Семья. Поделиться, да, все, поделиться. Все, по-моему, есть. Это надо было на твоем аккаунте сделать, а не на своем. Понял. Блин, оказывается, так просто все. Чтобы выйти из семейного просмотра, введите свой пин-код, ниже написано. Окей. Семья. Все, сделано. Так, теперь я захожу в свой. Ага.
И получается, ты мои игры тоже сможешь увидеть, да? Попробую потыкать догму. Так, Dragon's Dogma. At last, the bell has tolled on the age of the Погоди ты. Так, подожди. Не, нету. No. No. А, все, вижу, ятрок. Поделиться нажал. Подходящий аккаунт увидел. В своем аккаунте увидел тебя. Поделиться сделал. Так. Так, теперь надо, наверное, на твоем также сделать. Я на своем тебя увидел, а на твоем себя не видел, если что. Теперь ты сможешь видеть, скорее всего, мою библиотеку. А я сейчас зайду на твою. Нажму это. И я теперь смогу увидеть твою библиотеку. Но ты уже можешь видеть мою библиотеку, насколько я понимаю. Ну, если так работает. Ну, если так работает. Да. Все. Включился меня. В такой выхожу. Не должно со своего ака играть в мои игры без захода в мой ак. Ну, по-моему, я сейчас как раз таки, ну, сделал так. Сейчас посмотрю-ка на библиотеку. Так. Да, я вижу теперь твои игры. Все, да. Есть Dragon's Dogma 2. Все есть. Из библиотеки пользователя ятрок. Все. Теперь ты тоже мои игры видишь. Да, я смогу его скачать. Я просто потом, после стрима это сделаю. Я вот тебе скинул скрин, как это выглядит. Заебись, да, заебись. Теперь посмотришь еще и мои игры, а я твои посмотрю. Все, породнились, ятрок. Жесть. Родной теперь. Прям ничего. Прям как родной. Так. Теперь мы одно целое, да. Так. Все, продолжаем игру. Подожди, я, наверное, максимально не туда иду. Надо пойти
в сторону церкви и прямо в церкви сохраниться. И там в церкви, по-моему, говорил, можешь есть хексин. Че, опять тебе ласка нужна, что ли? Дась, посмотри. Совсем, что ли? Да, спокойной ночи. Все решили, все сделали. Заебись. Можешь спокойно пойти спать. Да. Спокойно. Спасибо, Ятрок. Надеюсь, все без проблем получится поиграть. Да по-любому, господи. Ну или на крайний случай сделаем расписание. Типа, если я буду играть, то... ну или по крайней мере напишу об этом. Ну, ты в любом случае узнаешь, что мне типа игра идет. Ну там будет анонс игре и там прочее. Стрим же все-таки. Так, что у них с разумом? А, с разумом все зашибись. Давай, спокойной ночи, Трак. Спокойной ночи. Блин, вот знаете, что самое смешное сейчас? Я забыл, как сюда добраться. А, вот где-то посюда. О, все. Так. Ладно, пускай поголодают. Тут пока что безопасно. Относительно. Ну, никто не напасть не должен. Это точно. Ебать, он второй такой чел есть, что ли? Не, ну нахуй, я с таким... Нет, я с ним не справлюсь. Хотя... А нет. У меня же нету капкана, да? Я же потратил капкан. По-моему, типа, все же, да? Ну да, капкан. Нет, хотя есть. Но лучше капкан реально потратить на кого-нибудь другого. Наверное, да, стоит потратить на кого-нибудь другого. Главная дорога. Главная дорога. Так, пошли в церковь, короче. Без лишних слов. Мученик, который пытается преодолеть своих идолов. Мученик, который пытается... Не, это вообще не то. Так, ну, наверное, тут стоит сохраниться. Или чуть позже.
На меня же резко какая-то поебень не нападет. Это ж так не работает. Так, надо их покормить. Ладно, и давайте книгу. Ошеломляющий аэро наполняет воздух, когда вы садитесь на исповедь. Маленькая коробочка, вызывающая клаустрофобию, создает атмосферу осуждения и злобы. Прости меня, отец, ибо я согрешил. Никакого ответа. Ошеломляющий аэро наполняет воздух. Так. Там кто-нибудь есть? Вы никого не видите на другой стороне. Интересно. Вообще уверенно двигаемся. Кажется, в конце веревки висит тело женщины в свадебном платье, на ее руке что-то блестит. Понятно. Опа, какой-то крутой меч. Вот человек давно умер, вы можете сохранить крупной вони. Понял. Ясно. Мне эти голые мужики нахер не стались, по идее. Ебать. Да, урон получен. Нет ничего достойного. Взять кольцо Бетеля. Да ёбана. Вы довольно сильно повредили лодыжку. Блин, я не могу бегать. И что теперь?
Так, постой. А как мне оказаться на той стороне? Вот этот прикол. Ну классно. Блять. Может, через Moonless путь же был, чекал, да? Ну, через Moonless... ну да. Вот теперь я вспомнил. Блять, зря я тогда сохранился, получается. Да. Ну, болторез сработал. Блять, пизда мне нахуй. Так, исцеление. Ага. Я тут сохранился. Блин, там какая-то стрёмная мразь ходит. Ну ладно. Не, нормально. Хорошо. Можно догрузиться, в принципе. Там-то делов. Можно пойти взять кольцо Бетеля. Но этот предмет не важен, по идее. Ну, нормально. Все равно как бы много упадал. И все такое, так что... It's okay. Ну, ошалеть, блядь. Толпник бросается на вас. Кубики пресса, блядь. Но можно было бы. Этот враг пазл. В смысле? Его просто завалить нельзя, что ли?
Упал на колени. О, блядь. Мясной пирог из заплесневелый хлеб. Он задохнулся. Погоди, я ему вообще не могу отрубить башку. Постой, у меня нет пил вообще? Ебать. Вау. И такое бывает. А. Блин, ну у них прям хорошо много еды. Ну да. Так. Блин, что-то далеко и как-то. Зря я книгу просветления тогда, получается, использовал. Слишком рано, как будто бы. Слишком рано и слишком без толку. Меня, кстати, удивил один такой момент, то что мудак из гроба есть. А у Pocket... А, ну, кстати, да. Да, я помню, у него же были. Бля, какой же пиздосий нахуй. Да, добрый вечер. Я посмотрел вариант, который отправили. Немножко меня не поняли. Я хотел, чтобы выглядело вот примерно таки так. То есть не точно прям привязываясь к тем лопастям, которые мы сделали, а немножко вот Логан вот такую штуку переделать. Как в замкнутом круге вот такой вот. Ну, то же самое типа лопасти. Вот прям чуть-чуть, чтобы было похоже на такое. И в дальнейшем планируется ли примерно такой вот дизайн сделать? То есть, допустим, мы же будем в отчетах на Галантину ставить своим.
либо был логотип, вот этот вот, да, который вы сделаете. Потом вот 3 наши буквы ЕБК. Клиент пишет. Точнее, голосовой отправляет. Да ёбаный ты телефон. Кнопка. Блин, еще один голосовой очень долго записываю. Там, короче, что-то длинное. Блядь, ну тут этот, сука, мудак с маской, нахуй. Я же от него, если что, смогу убежать. Но сомнительно, пиздец. Лежать плюс сосать. Так. Да, вот. И вот я хотел, вы показали, да, вот ваше видение я понимаю, я очень но я вот хотел во второй раз, чтобы как-то совместили ваш вариант, изначальный первый вариант новостей, да, с тем вариантом, который я отправил. Там же, допустим, а-ля круг, вот этот вентилятор, лопасти немножко объемные, фигура более интереснее, такая вот геометрия немножко интересная. Вот мы хотим вот такую тонкость добиться. Ну и, конечно же, как? Когда вообще прям шик. Вот как раз в этом варианте, там последний третий, когда вот я отправляю объем, да, кажется, как все нашу сторону, приятно, чтобы был заключен в некий круг, в форме круга, да, типа, и лопасти, чтобы были немножко были похожи тем примером, который я отправил. Так, блять, нихуя себе. Да ну нахуй он... Я не ожидал, что он догонит меня. Типа я подумал, все, он затопил, стоит. Пиздец.
Так, ну что ж, что нам с тобой делать, товарищ? Что же нам с тобой делать? Ну, в принципе... Можно бодрящих ебануть. Заебизон. Охуенно. Просто четко. Не, ну в натуре классно. Ай, классно. Очень даже классно. Как же ему похуй, бля. Как же ему похуй. Обалдеть, ну серьезно. А, у тебя настолько крепкие руки. Вау. Ну да, видно, много качался. Жестко. Так. Не, ну я верю, что мы его убьем. Я верю. По-любому шатаем. Просто момент такой, то что будем ли мы целы после этого? Одним куском, так сказать. Без отрубленных рук и там прочее. Вот что важно.
Конечность спасает. Нет, как раз таки каким-то, блядь, хуем у меня... у меня он пропал. Руна морского дракона проебалась каким-то образом вместе с трупом токаря. Хуй пойми как вообще. Вот реально хуй пойми как. Я сам не понимаю как. Но это, блядь, случилось. Какая поебистика просто. Что-то мне кажется, что Марина будет как вот в главном меню безрукая и обиженная на Леви, ножичком угрожать ему. Типа, ты чё, сука, из-за тебя. Вот смотри, просто нету. Нету, блядь. Почему нету? Хуй пойми вообще. Чушь какая-то, пиздец. Типа труп залутать не надо было или что? Какая тут логика вообще? Не-не-не, я вот принес в Грогороту жертву токаря, и с ним был Лутецкий, и лут проебался вместе, вот, получается, с токарем. Вот этого прикола я вообще не понял. Максимально не понял. Что за хуйня, типа? Ну, по идее... Блин, что-то начинаю думать, что отрезок с... У меня, кстати, жемчужин дохуя, да? Я, может, могу, по-моему, уже поторговаться с этим чуваком. Можно было бы даже попробовать пойти поспать. Так. 10 жемчужин есть товар. Девять. Бля, одного не хватает. Да похуй, глянем, наверное. Церкви. Ну, может быть. Ну, сейчас посмотрим.
Что это у тебя там? Очень хорошо, может быть, это не совсем пустая трата времени. Ага. Истязатель. Кольцопьявка. Амулет Игагецу. Игаегец. Ну, истязатель, конечно, звучит охуенно. Давай посмотрим. Что за Игаегецу? Игаегецу. Амулет в восточном стиле, который, как говорят, принадлежал божеству, странствующим воинами Гагаегец. Повышает уверенность и увеличивает шанс крита. Ну так-то, слушай. Ну так-то да. Так-то да. Вот это смотрится хайпово. А истязатель, значит, насколько крутой? Типа вообще жесткий? Ага. Да. Иди ближе. Где ты? Холодно. Понял. Дуб материализовался перед вами. Моя памятная камея. Что я могу для тебя сделать? Найди мою камею. Камея. Мне нужна она. Камея. Моя памятная камея. О чем ты говоришь? Я не могу. Без нее. Это единственная память о ней. Моя памятная камея. 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 Памятная. Не спал в кровати? Нет еще? Ну теперь уже спать с кровати нужно, только выполнив какое-нибудь охуенное действие. Блин, ты меня заебала сейчас. О, придержи лошадей. А он нормальный? Ты сбил меня с толку, лучше изложи свою версию прямо прежде чем придираться к другим.
ладно, хуй с тобой, давай, погнали. Пустая душа. Скальпель, шелковый жилет. Там безопасно. Да, я понимаю, что безопасно, но меня волнует больше другое. Меня волнует, знаешь что? Я тоже убивал раньше, я думаю, что не смогу справиться с этим пистолетом. Я чувствую себя нехорошо, из-за этого нам действительно нужно сражаться. Но другого выхода нет. Не, наверняка есть, конечно. Но я так чисто. Меня как бы достало ваше нелогичное присутствие здесь. Бесконечная душа, ничего себе. 6 пуль, пистолет Люгера, куртка пилота. Так, у нас кровотечение. Блин, еще один такой хер получается просто. Они, по идее, должны были исчезнуть еще до второго дня. Я почему-то думаю, что я их потом встречу, но в другом месте. Просто баг сработает как-то странно. Ну да, ну да. Как же это тупо получается. Зря вперед не пошел. Чуть-чуть вперед пошел бы и пиздец. Ой, бля, и тут сохранение. Ебал, дремал, бля. Пизда, нахуй. Ну что ж, это фиаско. Ржавый ключ. Ну, блин, так-то ржавый ключ, между прочим. Шесть шиллингов, светло-голубой флакон. Твой отец. А какие ноги у тебя отлетели? Там как будто вообще ни хера ничего не отлетело. Контроль разума. Камень душ. Мина-ловушка. Кость копыта. Что-то было написано в книге «Новые боги». Как ты думаешь, что произойдет, если обезьяне дать силу высшего существа? Все, что она умеет, это насиловать и пожирать все на своем пути, просто чтобы выжить. Ну да, веселого будет мало, я думаю.
Надеюсь, здесь есть целый хексен. Я смогу взглянуть, какого уровня поклонения у меня. Тут нет хексена? Бля, это плохо. О, хорошо. Амулет. Амулет им будет. 3 лавандовых кого, блин? Просто 3 лавандовых цветка. Гуляш. Кайф. Желтая лисичка. Лужа крови. Кровь выглядит относительно свежей. Вы можете увидеть силуэт своего отражения в крови. Силуэт искажен до неузнаваемости. Я охуею, если этот мудак выйдет здесь. Я просто ёбнусь, реально. Надеюсь, такого невозможно. А, ну да, я ж только что убил его. Знак поклонения, значит, да? Топник. Сидит. Еще один. А чё, на круг не зашел? Ну, позже зайду. Сначала досмотрюсь так. Уф. Два мухомора. Блин, прикольно. Это довольно-таки прикольно.
Алтарь новых богов, чтобы умилостивить тех, кто сидит в большом зале, вы должны сделать достойное подношение. Погоди, у меня голова-то есть вообще? Ну, чисто челиксов. Сильно изуродован труп, кажется, он был мертв довольно давно. Тело было сочленено по чем-то, чем вы можете точно... Что вы не можете точно определить. По всему телу много следов от хлыста. У мертвеца в кармане что-то оттопыривается. Прощупать это. Ключи от церкви, ключ от канализации. О, круто. О. А на удивление просто. Погоди, а если тут вот этот самая статуэтка есть, то там что? Ага. Ну, в альтернативной реальности. Что за прикол? Ничего нет. Почти. Ну там явно есть эти. Дай-ка подумаю. Там, уверен, есть. Так, давай защиту. Там, уверен, есть какой-то мощный монстр. Это, во-первых. Ржавый ключ зависит от твоего выбора. Полезность. Тут еще... О. Полезность. Здесь есть надпись кровью. Они появились из луж крови. Они появились из луж крови. Они, блядь. Кто они-то, на? Че за напряги пошли? Кровопролитие привлекает их. Да ладно. Кровопролитие привлекает их. Типа поэтому эти челики столбцы сидят, ничего не делают. О, да, я могу читать кровь. Я рожден из нее. Типа они шарят. Зависит от моего выбора. Что бы это ни значило. Блин, кого бы нарисовать? По идее, Алмира бы нарисовать, наверное. Физическая защита. Но с другой стороны...
Но с другой стороны, как будто можно было бы и не это. Вот жалко, нельзя посмотреть статус. А, ну да. Да-да-да. Но Алмера можно, в принципе... Хотя, я в любом случае, скорее, страх и голод выберу, потому что сохраняться это слишком имбово. Сохраняться слишком имбово. Я, скорее всего, даже тот круг оставлю на совсем потом. И оттуда, скорее всего, буду, ну, всякое делать. Так. Надо подумать. Надо подумать. Это круг экшена, на котором ты стоишь. Экшен. Это я читал уже. Так, винушка. Потусторонняя сила. Просто потусторонняя сила. Так, винушку потусторонняя сила. Гругород тоже сила. А, погоди, я не так бегу. А, вспомнил. Опачки. Столб из глины, сформировать его. Окей, допустим. Нет, пожалуй, только одного сделаю. Мне кажется, это потом выйдет из крови. Я уверен. Полюбас, полюбас. Так, кстати, что там по еде? Смесь трав, грибной рагу. Тут. Лол, здорово, блин. Марина, ты пришла? Я знал, что ты придешь за мной. Прости, я не знаю тебя. Кака, что ты имеешь в виду? Почему ты себя так ведешь? Разве ты не видишь этот мир? Оглянись вокруг, посмотри на эти заколоченные стены, посмотри на тьму.
которые нависают над нами. Это мир, созданный только для нас. Этот мир не будет нас судить. Мы можем быть единым целым. Все еще не знаю тебя. Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Марина, это я. Это не совпадение, что мы обе оказались в Прихвиле. Тебе нужно было увидеть, как я ухожу, прежде чем ты смогла бы понять, чего тебе будет не хватать. Я приехала в Прихвиль из-за своих родителей. Я получил письмо от моего отца. Я не знаю, в чем твоя проблема. Я никогда в жизни тебя не видел, извини. Почему с тобой вдруг стало так сложно? Это я, Самария. Мы встречались друг с другом бесчисленное количество раз в Ватикане по длинным коридорам Министерства Тьмы. Ты не знаешь. Ты знаешь меня, я знаю тебя. Мы делили наши самые сокровенные моменты вместе. Пиздец, поехавший, понятно. Я видел тебя настоящее, я видел, как ты тратишь часы каждое утро только на то, чтобы правильно накраситься. Я видел, как ты ласкаешь себе, окей. Я знаю, как ты просыпаешься каждую ночь только для того, чтобы дочитать книгу, под которую заснула. Все эти взгляды, которыми мы обменивались, я не знаю, ты ненавидишь своего отца. Я знаю, ты ненавидишь своего отца, ты хочешь его смерти, я убила его, я знаю. Подожди, что? Wait, what? Вот почему я создала все это для тебя. Что ты сказала о моем отце? Я убила его. Я не хотела, чтобы он запятнал наш новый мир. Это то, что от него осталось. Да кто ты такая, черт возьми? Ты ничем не отличаешься от тех тварей, которые там ползают. Если тебе так нравится этот мир, ты можешь оставаться здесь до конца своей короткой жизни. Мне все равно. Но что ты говоришь? Я не понимаю этого. Дисморфия. Ебал und дремал. Четко, блин, спасибо большое, ебать нахуй, охуенно просто, пробитие оно. Есть пробитие, есть пробитие, есть оно. Классно, четко. Согласна. Да, прикольно, блядь. Сложно. Да пиздец хуёво как-то. Погоди, я вообще могу поверху пойти? Ну, могу, кстати. Ну, толку-то от этого.
Блядина ебаная, сука ебаная, просто ебаная, блядь, ебаная. Просто, блин, уперся в текстурку, нахуй. Ну, что за поебень, блядь. Я хуею, честное слово. Вот такие моменты бесят, если честно. Жесть какая. А там, по-моему, все сделано. Право. Я вот просто подумал про доки. По-моему, там все сделано. Завербовать доктора и журналюгу не получится. Я с ними болтал там. Нихуя не получается. Может быть, разве что если мы их встретим в каком-то другом месте, но... Ну, хз, это уже как будто бы навряд ли. Поспать им бы, они исчезнут. Давай попробуем. Блин, все так жестко дристали крови, что ли? Охереть. Блин, знаешь что? Надо было в церкви ёбнуть этих челиков наверху. Хотя у них же бошки не отрубаются, по-моему. Чисто, блин, хотя у них хавки дохуя было. А, ладно, мы в любом случае туда вернемся еще. Портрет юноши. Ну, амулет возьмем. Амулет возьмем. Так. Вот давай сюда поставим. Блин, по идее вот так вот сделать было бы прикольно на самом деле. Погоди-ка.
М. А я вот не помню. Где бочонок падал? Бочонок, говорю. Камея. Камея. Этот фестиваль Луны. Я уже истек кровью, мой желудок был вспорот. Вороны, они нашли меня. О боже, вороны, моя памятная камея. Вороны. Ну, в городе, кажется, его труп тогда висит. Если я понимаю, о ком идет речь. Ну, там просто труп висел. Скорее всего, он. Блин, как же еще много таких вариантов, что что-либо сделать с трупом. Дерево вот вышло из этого здания. Ну, в принципе, можно было бы... На ржавый замок. Но у меня есть ржавый ключ. Почему мы не можем открыть его? Белый флакон, кстати. Это довольно-таки неплохо. Грибное рагу. Что-то у меня такое ощущение, что это труп отца Марины. Хотя, возможно, он где-то тут лежит.
Нихуя себе, какой урон. Прошелся все-таки. Наконец. О, светло-голубой. О, патрон для дробовика. Ебать. Камень душ. Повезло, повезло. «30 камней душ». 30. Ну это вообще жестко, конечно. 30. О, да. Ладно. Нормально. Хорошо. Камень душ еще одна. Туда.
Куда это он побежал, ничего себе? М. А что будет, если я сделаю этих самых челиков? Интересно. Что-то, мне кажется, монстры превратятся, хотя не знаю даже. Убить эту пизду было бы хорошей идеей. Только в том случае, если бы у меня, знаете, что было бы? Если бы у меня была бы возможность. Магическую защиту бы взять. Магическую защиту. Погнали.
Блять. Чего, блять? Типа, подожди, это случилось то, что я понял? Голова отбила атаки? Нихуя себе. Ну, пизда им. Сияющая душа. Мне ни капельки не нравится это место. Я абсолютно сияю. Сияю. Почему? Разве ты не видишь? Теперь она мертва. У нее нет ничего ценного. Кроме ее головы? Конечно же. Бесформенный столб из человеческой плоти. Это должно быть моим отцом? Я сомневаюсь, что она говорила правду. Нет, я вижу сходство этого. Это явно его уродливое яйцо. Я никогда не любил этого ублюдка. Он ждал этого очень долго. Я никогда не знал более мерзкого презренного человека. Почти комично злого на всех и вся. Просто всю свою жизнь избегая очевидного, если ты никому не нравишься, ты продолжаешь настаивать на том, что все остальные неправы. Ты относишься к другим как к мусору и удивляешься, почему ты в конечном итоге остаешься один. Какой печальный случай. Надеюсь, его порабощение продолжится в загробной жизни. Надеюсь, боги позаботятся о том, чтобы он понял, насколько ничтожным оказалось все его существование. Пусть этот гнилой бездельник продолжает поклоняться богам даже после смерти. Какой мерзкий человек. Единственное сожаление о том, что мне не удалось прикончить его. Просто посмотри на него. Теперь он всего лишь беспомощный пульсирующий столб плоти. Достойный конец для него бесхребетного куска дерьма. Блять, нахуй, сука, пизда. Так, вот это мне не нравится. Давай просто берем себе это место такое скучное. Ну, слава тебе, господи, блядь. Я уж подумал, пиздец. Нормально все? Крыша не поехала? Все хорошо. Бачок не потек. Ну... Блин, момент такой, конечно, с этим кругом. Так. Если я сейчас здесь нарисую винушку, насколько высоко я поднимусь?
Ну, возможно, круговорот у меня максимальный. Окей. Окей. И там будет лежать меч. Лол. Так. Да, лут говно. Класс. Шабаш. Ху-ху. Чтобы противостоять растущим угрозам охоты на ведьм и вампиров в 1700-х годах, Ватикан разработал этот потусторонний меч, который рыцарь покаяния будет использовать в качестве своего нового основного оружия. Ау. Вот теперь момент. Стоит ли сохраниться? На самом деле, наверное, нет. Так, сейчас мы в церковь-то вернемся, но... Вот, может, где я их должен был увидеть, этих ребят? Вот, третий день, где они находятся? Дальше у машины или как? Или, по сути, насрать, мне их стоит сейчас зарезать вообще. Но его там не было. Но ее там не было. Забаговалась игра, короче, в общем, смысла нет. Они тут привязались почему-то.
Доктор, апартаменты второго этажа, где нарисован символ комната. Там, где все в плесени было? Или переводчики могут что-то? Возможно. Возможно, кстати. Плесень. Да, не встретил я их нигде. Ну, тогда, по сути, фул насрать. Блять, ебать, нихуя себе чуть не наступил. Фул насрать, и можно даже ёбнуть мэра. Можно даже ёбнуть мэра. И можно даже после этого сохраниться. Да, ёбни мэра. Раз уж пошла такая пьянка. А. Ну заебись. Пиздец, я затупил, блядь. Охуеть просто. Наручи не одел. Ладно. Ну, сегодня вроде какой-то прогресс сделали, но, блядь, это вообще во всем, как будто бы максимально проеб случился. Проебал дохуя артефактов. Что-то, не, у меня такое ощущение, что мне придется грузиться с того момента, где я был в школе. Оттуда. Ну, короче, просто оттуда идти. Где я книгой просветления сохранился. Потому что я проебал очень много сильных артефактов, в особенности та, которая отвечает за то, чтобы у меня не отлетали мои конечности. Амулет морского дракона, который был даже в первой части. Довольно-таки мощный артефакт. Очень... Это, скорее всего, один из самых редких артефактов, по идее. Но он вот так вот взял и проебался просто максимально тупо. Ну да, возможно, косяки вот эти вот все там прочие идут от этих самых. От русификатора. Блин, надо посмотреть. Возможно, где-то написано об этом. Так. Возможно, об этом где-то написано.
А, игра сделана на JavaScript, что ли? Я сейчас вот просто копаюсь в этих. Ха. М. Блин, ну и текст, конечно. Вы гляньте на это. Это код игры на JavaScript. Но тут написано как плагинс. Крафт от оружия. Пиздец, тут беспорядок. Это так должно быть? Как будто бы нет, так не должно быть. А, Ну, вообще... Да, если тут что-то изменить, в игре это точно отразится. Battle Speed, Boost. Хм. М, Оливия антиплеер стресс. True. Оливия Meta Controls. RPG Maker MB версия 1.6.1. 1.6.1. А такая версия была у этой игры? Хангер термина. Русификатор. Мне кажется, русификатор сделал реально такую херню, что... м, ну... Нет, для версии 1.9.1, да, как раз таки все правильно, все правильно. Да. Если когда-нибудь будем проходить эту игру, то нам надо будет, знаете, что сделать? Ну, точнее, перепроходить имеется в виду. Надо будет ее заново подготовить.
перепройти, но уже с другими файлами. Не понял. Не понял. Ну, в общем, сцена с концом... Блять. Вот он. Ладно, будем заканчивать. Давайте. Я уже реально пойти поспать. Ну, хоть какой-то прогресс есть, но он такой совершенно херовый. И надо это дело, по идее, заново, скорее всего, перепроходить. Придется заново перепроходить. Да. Все. Спокойной ночи, ребят. Спасибо Роксу за платную подписку. И спасибо всем за общение. Мош, как всегда, красавчик. От начала до конца сидит. Прям как на работу. Ну все. Все на этом. Завтра постараюсь завести стрим пораньше. Постараюсь. И все. Всем пока.